тренировки. Здесь просто смотрите, я вам сейчас объясню. У вас уже есть навыки, они уже есть у вас в библиотеке, то есть они уже где-то в вашем сундучке, они уже лежат. Просто когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, у тебя начинаются вот эти проявления старые, то человек просто начинает теряться. А здесь вот оно, нужно научиться как бы с этого сундучка достать свои уже выученные навыки, которые ты применял в таких ситуациях. И вот с этой ситуацией отрабатывать снова. То есть своими уже, я говорю, старыми навыками, которые у тебя уже есть. Уже есть. И ты их начинаешь применять. И они будут хорошо входить, эти навыки, хорошо будут работать, потому что уже сформирован опыт, уже мозг, он помнит эти действия, они уже как бы отложены на подсознательном уровне, понимаете? И, соответственно, когда у тебя есть оттренированные навыки, то быстрее и легче получается вот это все отрабатывать. Чем тому человеку, который только входит вот в эту тему, то, что я рассказываю и объясняю, человек, когда входит, у него нету сформированных навыков, нету вот этих, скажем так, шаблоны, не шаблоны, нету вот этих способностей, и, соответственно, их нужно формировать. То есть их нужно накатывать. Вот как тренируешься в спортзале, например, боксом занимаешься, ты удар как бы накатываешь, ты его регулярно повторяешь, чтобы мозг у тебя уже запомнил этот удар, как он происходит, скажем так, до рефлексорности. То есть уже там буквально, когда у тебя тренировано, у тебя уже этот удар выходит рефлексорно. Вот примерно точно так происходит и здесь. И многие из вас в процессе тренировки, вы будете замечать такие вещи, что некоторые приемы, которые вы раньше делали специально, то уже мозг делает без вашего участия, он сам уже мысли убирает. Также обучая мозг, он в какой-то момент он переходит на твою сторону, и он начинает уже тоже в паре с тобой работать. Сейчас попытаюсь объяснить, как это он там в паре со мной работает. Он уже, исходя из опыта того, что вы ему показывали, он начинает выдавать даже некие свои приемы. То есть это такой момент, как бы мозг уже тебе подсказывает. Какие-то выдает приемы, и ты думаешь, оба-на, нифига себе, ты вроде такое не использовал, а мозг раз использует какое-то такое действие, которое ты до этого не использовал. А он уже обучился, и некие приемы уже сам там придумал, наверное, или что, и он их уже применяет. Также с вами будут происходить такие вещи, когда вы будете просыпаться утром, просыпаешься, ты ожидаешь одного, но того, чего ты ожидаешь, его уже нету. Его уже нету, и ты думаешь, оба-на, какая-то чудеса какие-то. Но дело в том, что это не чудеса. Дело в том, что когда мы спим, мозг работает, это мы спим. А мозг, он продолжает работать, он продолжает там свои ребусы эти составлять, тоже по решению вот этой задачи, в которой мы находимся. То есть по решению действия в этом расстройстве, чтобы помочь нам. Но это будет происходить на этапе туда, где-то за половину пути. Потому что вначале он будет наоборот. Он будет пытаться тебя стянуть и действовать так, как он привык действовать. То есть он будет ленивый, он не будет хотеть
переобучаться, то есть перетренировываться, и он будет упираться и постоянно будет вас ловить в такие ловушки, чтобы вы перестали вот делать это обучение и жили по старой схеме, как жили до этого. То есть со своим старым мышлением, чтобы вы делали так, потому что он ленится, не хочет переобучаться. Но когда ты заставляешь его переобучаться, то есть ты что-то делаешь, и в какой-то момент он переходит на твою сторону. То, что я раньше рассказывал. Он начинает уже действовать за тебя. То есть ты как бы приобретаешь такого напарника. Он становится твоим напарником. Если до этого он был твоим соперником, то через какое-то время он становится твоим напарником, и он тебе тоже помогает выйти вот с этого расстройства некими подсказками, которые вы сами будете замечать за собой. Вот. И вот про ночь, что я вам рассказываю, то, что является чудо, ты думаешь, о, блин, чудо произошло, ты вот ждешь тех мыслей или того состояния, которое у тебя было, просыпаешься в один прекрасный день, баха, у тебя этого нету. И ты думаешь, о, блин, чудо. А дело в том, что пока мы спали, наш мозг решил эту задачу. И он вот это, чего мы ожидали, он это убрал. Вот такие вещи с вами будут тоже происходить. Так, приветствуем Курск. Здравствуйте, Ярослав. Все, подключаются, люди подключаются. Больше и больше в эфир. Так, задавайте вопросы. Если у кого какие вопросы накопились. Слава, чего в Инстаграме нету людей? Прямой эфир, но там ничего не показывает. Если у вас накопились какие-то вопросы, если есть какие-то вопросы по какому-то поводу поговорить, то, что я знаю, буду рассказывать, то, чего я не знаю, соответственно, и не расскажу, потому что я не знаю. Вот. И второе, пофилософствовать, поразмышлять я люблю, поэтому подкидывайте темы, но уклоняться не будем, отклоняться от психологии, будем философствовать по психологии, если кому-то интересно, но в темы стягиваться там какие-то другие не будем этим заниматься. Вот. Так. Спасут только же минутные тренировки. Привет из Курска, здравствуйте. Так, чтобы еще мне на память пришло, чтобы такое... Вот что-то помню писали. Ярослав постоянно задавал вопросы интересные. Ярослав задавал? Да. Ярослав, вот расскажите, как у вас дела? Получается, не получается? Сколько вы на канале вообще? Сколько времени занимаетесь тренировками? Тренировками, да. Что не ясно, задавайте. Смотрите, в переписке оно, в принципе, тяжело понять, но я стараюсь, я ставлю себя на ваше место через воспоминания, как у меня было, и пытаюсь угадать, что у вас происходит, и даю на ваши вопросы ответы. Вот. В переписке просто нету всей картины, нету общей картины, и тяжело человека понять, но мы пытаемся это делать, мы пытаемся понять, что происходит у человека, и пытаюсь ответить на этот вопрос. Вот. Так, да вроде нормально, бывает накрывает, но уже нет такой реакции. Все верно, этот процесс постепенный. Оно сначала вот с панических атак выдерживаешь, потом уходишь, как я называл, прелюдия панических атак. То есть, когда тебя трясет, вот все равно еще страх возникает волной. Потом оттуда сходишь, это все выдерживаешь. Потом оттуда уже сходишь на где-то 6-бальную тревогу, на 6-бальную. Вот там начинаешь уже работать с ней, вот там
как правило, и на навязчивости появляются, именно на шестибалльной тревоге, потому что на панической атаке тебя гонит страх, у тебя только страх смерти, либо там у человека страх сойти с ума, и у тебя мыслей там никаких нету, потому что работает лимбическая система, то есть вот этот рефлексорный мозг, и поэтому там никаких мыслей ты не словишь, и никаких мыслей не увидишь, потому что они там не присутствуют. Наше, скажем так, наше мышление в этих моментах, оно отсутствует. Да, то, что у вас будет происходить впервые, сразу оно вас будет пугать, потому что мозг так устроен мозг, он боится неизвестности. Когда с тобой происходит что-то новое, то ты не имеешь опыт этого нового, ты не понимаешь, что это такое и какой оно дает результат. Когда ты уже проходишь некие проявления, ты их проживаешь, ты их проходишь, ты получаешь опыт, то есть где приходит сознание, что ничего страшного не случается, то новые всякие проявления, которые происходят первый раз, мозг на них реагирует, мы реагируем на это страхом, потому что доселе такого не было, а здесь вдруг идет проявление. Но мне как-то дошло одно понимание, я понял одну вещь, что бы с тобой ни происходило, учись не пугаться этого. Это со мной делает тревога. Вот как-то со временем до моего сознания вот дошла такая мысль, дошла такая идея, которую я понял, что бы с тобой не было, учись не бояться этого. Это все делает тревога, потому что в этом расстройстве там куча всего, там куча всяких проявлений, и их перечислять, наверное, это надо исписать целую тетрадку, и поэтому как-то нужно, вот, чтобы до вас это дошло, что бы с тобой ни происходило, это делает тревога. И учиться не пугаться этого. Мозг твой пугается, как в той песне, а у тебя уже страха нет. У тебя, у самого уже страха нет. Твой мозг пугается, пытается тебя напугать, но у тебя уже страха нет. Но к этому тоже нужно прийти. Это не сразу будет. К этому нужно прийти, к вот этому пониманию, что то, что он с тобой творит, и ты усиливаешь все эти спецэффекты и начинаешь себе приобретать новые, добавлять именно за счет твоего страха, когда ты начинаешь этого пугаться, что ты как бы начинаешь раскручивать сам себя своим страхом. И чем больше ты пугаешься, тебя сильнее и сильнее захватывает страх, а значит на страхе усиливается тревога, и все больше и больше проявлений появляется. И соответственно обратно. Когда ты учишься не пугаться, то все эти проявления, они начинают гаснуть, они начинают тухнуть, и постепенно начинают где-то исчезать, где-то ты их отрабатываешь. Как отрабатывать, я уже много снято видео по этому поводу, целая программа есть в прямых эфирах, я рассказываю, объясняю, где, как, что работать. Нужно разлаживать это, выстроить в алгоритм, то есть сначала это все сумбуром идет. Особенно поначалу ты на панике, у тебя сумбуром, а что применить, ты и вот ты этой паникой себя загоняешь, кое-как там что-то пытаешься сделать, кое-как, абы как, но постепенно, со временем, оно начинает все разлаживаться по своим полочкам, то есть
ты начинаешь применять приемы, уже их разлаживая их именно в отношении от той ситуации, которая с тобой начинает происходить на данный момент. На данный момент. Но все равно вот эти когнитивные искажения, которые у человека формируются при неправильных шаблонах мышления, то есть от человека мозг будет скрывать реальную ситуацию и показывать ему, выдавать ситуацию, как вам объяснить, нереальную, то есть будет от вас прятать реальную происходящую ситуацию, как оно происходит, и будет вас обманывать по какому-то, например, условно, одному какому-то моменту он будет вам рисовать, что вот ситуация такая, но на самом деле ситуация не такая, она потихоньку меняется, но человек этого не видит из-за своих искажений, из-за хитрости вот этого мозга, он от тебя как бы отделяет вот эти когнитивные искажения, он от тебя скрывает, и ты не видишь, что у тебя, например, получается, а ты видишь, например, только негативные моменты, которые с тобой происходят. Ну, что создает тревогу? Тревогу создает ситуация. Ситуация. Смотрите, у нас как бы мы поделены на две категории убеждений. Ну, например, что такое хорошо, что такое плохо. То есть у человека сформированы базово это ситуации, которые для него опасные, у нас партеры убеждения в мозгу, и ситуации, которые позитивные и прекрасные. И вот, ну, на примере вот возьму любимой собаки. Мы знаем, что собака может как бы нанести нам вред, правильно? И когда, например, на улице появляется собака, и она начинает двигаться на тебя, то что? То мозг уже начинает тревожиться, он начинает давать сигналы, что это опасно. Соответственно, у человека начинает подниматься тревога. А из-за чего? А из-за того, что нам объяснили, что собака может укусить, и это опасно. Если бы нам объяснили, что собака это хорошо, и она там нас будет лизать языком и махать хвостиком, то у нас бы не было вот этого убеждения, что собака для нас опасна. Понимаете? То есть в жизни нас обучает социум. Что создает тревогу? Я и отвечаю, что в жизни нас обучают, скажем так, нас обучает социум и наши родители. И вот там делится на хорошо и плохо. И вот в зависимости от ситуации у нас и возникает тревога. Но еще есть, люди делятся на две категории. То есть вот то, что у людей врожденно есть такой момент, вот, например, как у меня, там, у Славы и у ряда вас, вот этот шишковидный мозг, он более восприимчивый, он более, как сказать, ну, как я вот и говорю, он более восприимчивый к ситуациям, чувствительный. Вот, скорее всего, это слово подойдет, он более чувствительный. И есть ряд других людей, которых называют вот как бы толстокожими, там. У них чувствительность этого мозга не такая. Если вы замечали, то такие люди, они, как правило, более нейтральные к радости и более нейтральные к каким-то негативным сценариям. Они не так воспринимают эти ситуации. Но я скажу, что вот тренировками, ну это я говорю про себя, тренировками можно практически не на 100%, но на 90% овладеть своим мозгом и вот эти стрессовые ситуации уметь управлять вот этим уровнем страха и уровнем тревоги.
тревоги, но там всякие, я применяю упражнения, всякие такие вещи, их долго описывать, долго объяснять, это там такие штучки происходят. Вот, поэтому, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, откуда и как появляется тревога. Тревога. Вот, какие еще есть вопросы? Предшествует ситуация, потом идет мысль, а после мысли уже идут вот эти эмоции, ощущения. То есть эмоция идет, там эмоция страха. Как правило, при тревоге что возникает эмоция страха, а уже сама эмоция отражается в теле, то есть происходит уже телесное у человека ощущение. Вот эта цепочка, как она выстроена и как она работает. Как она работает. Но вот этот круг нужно учиться рвать. Вот этот порочный круг, который... И четвертое, это у человека, как правило, идет избегание, то есть поведение. Поэтому называется когнитивно-поведенческая терапия. Когниция — это искажение, поведенческое — это наше поведение. Вот. Убеждения формируют проговаривание, когда мы себе что-то говорим. И второе — поведение. Мы боимся, но мы идем. Идя в свой страх, мы получаем новый опыт. Мозг фиксирует, что ничего страшного как бы не происходит. И постепенно перестает реагировать на ситуацию. Но при условии, если вы сами ее не реагируете вот этим поведением своим, там вздрагиваете, вскакиваете, пугаетесь, то есть он считывает с нас эту ситуацию. Может быть, шаблон уже готовый, там опасно, то есть уже сформирован. А новую себе опасность, новые себе создаем вот эти партеры, как бы, ну не партеры, не убеждения, а обозначаем новые ситуации, опасная она или нет, именно мы своим поведением. Когда мы куда-то входим и начинаем пугаться, дергаться, вот, реагировать поведенчески на ситуацию. Мозг с нас считывает, мы испугались, дернулись, он запомнил, ситуация опасная. И в следующий раз, когда ты заходишь, он начинает тревожиться, то есть давать нам сообщение: здесь опасно, то есть приготовься, здесь опасно. Ну вот как-то вот таким образом это все работает. Так. Так, это пугает. А если в этот момент со мной разговор, то у меня не будет мыслей, что сказать. Так, немножко сейчас в Инстаграм переключимся. Как быть, когда делаешь работу руками, а в голове быстро бьют тревожные, обрывчатые мысли? Не могу находиться в текущем моменте и концентрироваться на деле. А если этот момент со мной начать разговор, то у меня не будет мыслей. Что сказать? Все верно, смотрите. Человеку на тревоге тяжело сосредоточиться. То есть человеку на тревоге тяжело подумать, потому что он не может переключиться, ты как бы не можешь перейти на префронтальную кору головного мозга. Я так понимаю. А у тебя работает вот эта лимбическая система. То есть на сильной как бы тревоге у тебя получается такой момент, то есть оно не дает тебе сделать фокусации. Там же вот я замечал, мысли у тебя могут идти, поток мыслей зависит тоже от уровня тревоги. На панических атаках у тебя вообще мышление отключается. На уровне где-то 8 тревожности, то есть который идет за панической атаки, на шаг ниже, на этап ниже, у тебя мысли вот прут, они просто потоком. А почему они идут потоком? Потому что на стрессовой ситуации человеку нужно быстрее принять некое решение задачи, что применить, что сейчас сделать, и поэтому мысли у него ускоряются, чтобы быстрее он взял некий ответ и сделал некие действия. То есть вот это вы будете замечать, поток усиливается где-то на 8-бальной
на 8-бальной тревоге, там 8-9. И потом вот, когда она опускается, когда ты уходишь уже на 7-бальный уровень, 6-бальный, 7-бальный уровень, то вы будете замечать, что поток этих мыслей и напряжения, когда оно понижается, то уже оно не такое, не такая быстрота, как бы даже уже, по-моему, ее так особо, этой быстроты нету. Вот, со мной начать разговаривать, у меня не будет мыслей, не мысли, что сказать. Вот интересно тут вопрос задают, у меня не будет мыслей, что сказать. Гонит тревога. Тревога гонит, да, вас гонит тревога, и вы просто не можете сосредоточиться, то есть это практически невозможно. Есть ошибка людей на тревоге, что они пытаются подумать, они пытаются сосредоточиться. А от того, что это сделать очень сложно, а если ты еще с ошибкой в мышлении, с убеждением «я должен это сделать», с должествованием, то это еще больше будет усиливать напряжение. Соответственно, тревогу. То есть попытка на высокой тревоге сосредоточиться, это, ну скажем, 100% ничего не бывает, но 99% у вас не получится. Но пытаясь это сделать, вы создаете себе еще большее напряжение. Я в этих моментах, я учился якориться, то есть я как бы мозг отвлекал от этого вот, что с тобой происходит, от этого мышления, вот от этого всего. И я как бы якорился на то, что вокруг тебя. Я туда взгляд бросал как бы. Но я это тренировался делать. Я тренировался увлечь свой мозг какими способами. Сейчас расскажу. Первое упражнение, одно из упражнений, которое я даю людям, которые обращаются, это я им говорю перед сном, если у человека со сном более-менее нормально, а его там не штормит, не колбасит, то есть там по-другому работать, то я даю такое задание удержать перед сном картинку в мозгу, ту картинку, которую ты хочешь удержать. Я помню, я это начинал тренировать, эту штуку увидел в книге Джона Кэха «Подсознание может все». То есть попробуйте удержите одну мысль, картинку в своем мозгу, и вы увидите, что ваш мозг, он будет все время прыгать на разные темы, он будет все время вас уводить. Но вы снова возвращаете картинку, он снова у вас будет прыгать у вас по разным темам. То есть он такой, как шальной будет, гонять туда-сюда, на одну тему, на вторую. И ты не можешь удержать эту картинку, то есть это невозможно. Он тебя постоянно отвлекает, он тебя постоянно на другие темы сбрасывает. Но я где-то уже неплохо этот прием освоил примерно через 2 недели. Я уже неплохо эту картинку мог держать у себя в мозгу. Потом, что я еще стал применять, это фокусироваться на предметах. То есть я как бы втекал в них. А первый раз меня на это действие подтолкнуло интересный момент. Ты все время на себе сфокусирован, ты сканируешь эту тревогу, ты думанием про ее в себе держишь. И я часто как бы погружался в ванную с водой. Потом вода воздействовала на мое тело, и оно как бы меняло ощущение. То есть как-то становилось полегче. Вот когда я в ванну погружался, и воздействие воды, вот эти ощущения, потому что ты уже привык все время фиксироваться, ты как бы себя все время, вот мозг тебя все время изучает, ты все время в себе, на себе, вот эти вещи. И вот это воздействие воды, оно как-то полегче становилось. А потом в ванной есть вот такая спускной такой клапан, назовем его, чтобы вода не перетекла за края, то есть как бы отток лишней воды, туда начинает вода в это отверстие уходить. И я как-то, лежа в ванне, я сфокусировался вот на этом черном кружке.
А там же в этом кружке оно получается такие отверстия, и там темнота. И я настолько сфокусировался, что я как бы вот переплыл туда, вот я ушел как бы с себя, я как будто в ту темноту погрузился своим взглядом, вот я как будто ушел. Потом интересно, вот то, что я вам рассказываю, я нашел вот такие способы тренировки у казаков-характерников. То есть вот то, что я вам показывал на своем канале, две спектрограммы. Одна уводит тебя от себя, то есть ты как бы вдаль уходишь, а вторая спектрограмма такая, она как бы выпуклая, и ты смотришь как бы на себя. То есть такой момент, ты как бы вот смотришь на себя, не в себя, а на себя. А второй спектрограммой смотришь от себя. Еще я вам покажу такое вот интересное упражнение, если вам будет кому-то интересно, вы можете поэкспериментировать у себя. Вот берете две руки, да, вот два пальца выставляем. Но смотрите, задача. Одним глазом смотреть на один палец, вторым глазом смотреть на второй палец. То есть каждый глаз смотрит на определенный палец. Да, тяжело, да, верно сделать. Ты как бы вместо собираешь, но чтобы одним глазом посмотреть на один, вторым на вторым невозможно, да? Нет, возможно, я вам скажу. Если тренироваться, возможно. Теперь смотрите, что делаете. Берете одну руку как бы, отодвигаете от себя, а второй палец выводите на себя. Сейчас я вам показываю. Вот, смотрите, вот вы смотрите, берете фокус внимания, два этих пальца, одним глазом на один, вторым пальцем на другой. И теперь начинаете руку смещать. То есть эту удаляем, а эту начинаем тянуть на себя руку. И получается, что интересный момент происходит. Вот здесь у тебя зрение отдаляется, а вот здесь у тебя, ты как бы на себя смотреть начинаешь, оно на тебя как бы наплывает. Вот интересные вот эти штуки можете тренировать, учиться. Вот. То есть это развиваешь способность глаза, ты можешь, хотя эта наука не признана, что чтобы один зрачок расширялся, второй зрачок расширялся. То есть расширялся, а второй сужался. То есть получается что? Получается по факту, когда мы вдаль смотрим, по ходу получается зрачок, он уменьшается. То есть концентрация идет, и зрачок он как бы сужается. А когда тебе ближе приближаешь, то зрачок что происходит? Он увеличивается. И поэтому получается, вот этим ты тренируешь один глаз сужаться вот этому зрачку, а второму одновременно расширяться. То есть вот эта способность, она как бы не признана современной наукой, якобы такого невозможно сделать. Это, кстати, тоже вот эти вещи, вот это, что я вам показываю, вот это в подготовке казаков-характерников производили вот такие тренировки. Вот. Так, что еще? Какое образование? Здравствуйте. А какое образование у говорящего? Так, что создает тревогу, пугает, когда что-то происходит впервые? Ага. Какое образование у говорящего? Какое вас интересует? У меня разное образование. Какое вас интересует? Какое образование? Вот. Образование. Я вам скажу. Образование, школа самопонимания и школа самообразования. Также у меня хороший был учитель, который меня много чему учил. В шаолинских монастырях там аттестаты не выдают, верно? Люди оттуда выходят без всяких бумаг и аттестатов. Вот. А так, если вас интересует вы по поводу там диплома или сертификата, то, скажем так, скоро будет это дело такое, оно наживное. Но это не важно. Вот на самом деле в чем вопрос.
какая-то бумага или какой-то диплом, он не всегда соответствует содержимому мозга человека, верно? И я думаю, вы не раз с этим сталкивались, вот с этим вопросом в своей жизни, как и я. Когда у человека стоит много дипломов и там регалий разных, а по факту он тебе помочь не может, потому что опыта мало, знаний мало и учиться не хочет. Поэтому это все дело такое. Так, идем дальше. Идем дальше. Присоединились. Да, это прямо сейчас. Так, какие еще есть вопросы? Нет, вы неправильно понимаете. Терапия людей, смотрите, я вам сейчас объясню. Я не выписываю таблетки и как бы не назначаю таблетки. Это уголовно ответственно. Я с вами согласен. Без определенного разрешения. А то, что я рассказываю, это же я... Да, это я просто делюсь своим опытом с людьми, вот и все. Тут ничего страшного нету. Я просто рассказываю, что я делал, как я делал, каким способом и что. С ваших же слов, если вы едете к бабке-шептушке или бабке-повитухе, которая лечит там водичкой, что-то какими-то заговорами, ее же в тюрьму не садят, правильно, за это. Она помогает людям, она не пользуется чем-то запрещенным, на которое нужно специальное разрешение. Просто это не про то. Человек просто, вот я вам образно обрисовал разницу между бабку в темницу надо. Так я вам скажу про бабок. Зачастую бабки, они неплохо помогают людям. Понимаете? Они реально помогают людям. А это разве плохо? Верно? А это разве плохо? Помочь человеку, когда он нуждается. Это же неплохо, я считаю. Или у вас свое мнение? Вот. Поэтому это не про то, я же ничего, я не, как вам объяснить, я не использую чего-то запрещенного, которое мне не позволено использовать. Я просто делюсь своими знаниями, которые у меня накопились за это время, и знаниями из себя, именно из того, что я делал над собой. И анализировал, запоминал, как это происходит. Вот чем я делюсь. Все, я тут ничего такого криминального не делаю. Вот. Вот такой момент. Так. Вот, есть ли еще какие-то вопросики? Верно, да. Страх общения с людьми лечится общением с людьми. Верно. То, чего ты боишься, то и нужно делать. Идти туда, чего ты боишься. И раз за разом проходя, страх уходит. Потому что ты получаешь новый опыт, и мозг начинает понимать, что там страшного ничего нету. Вот. Ну а рефлексорный мозг, он что делает? Он тебе как бы выдает чувство, что не ходи туда, там опасно. Здесь получается, ты идешь вопреки здравому смыслу, понимаете? Если разобраться, тебе что-то страшно, то лучше это не делать, верно? А здесь происходит наоборот. Здесь ты идешь вопреки своему страху, потому что страх получается, по сути, он абсурдный. Ну как ты боишься выйти на улицу? Ну как ты боишься там общаться с людьми? То есть страх, он как бы, вот как я сказал, он получается абсурдный страх такой. То, что раньше ты не боялся, и люди, не находящиеся в этом расстройстве, они не боятся, а ты вот этого боишься. То есть такое как бы абсурдно, и вот это так проходит. Да даже не такие даже страхи проходятся. Любые страхи, если ты чего-то боишься, то нужно идти делать. Как говорят, глаза боятся, руки делают. Лариса Донецкая, все так.
На видимом. А, вот она, да? Да. Вот. Что ты написал? Все так на видимом плане. Что? Все так на видимом плане. А. Угу. Так. Страх общения с людьми. Сначала исправляешь убеждения, а потом общаешься с людьми. Нет, не так. Не сначала меняешь убеждения, а потом общаешься с людьми. А общение с людьми, когда ты общаешься, это и есть в этот момент идет изменение убеждения. Потому что если вы смотрели, сообщения нам приходят от Ларисы. Ну, я тебе сейчас ее открою быстренько. Здесь, сейчас глянем. Смотрите, именно мозг тренируется. Все так, на видимом плане, на невидимом, тонком, все по-другому. Вот. Вот поэтому, Александр, надо встретиться. Да. Вместе. Вот Слава сказал, я тоже с вами хочу пообщаться. Вот я обращаюсь к тому человеку, который сейчас написал в этом. WhatsApp. Да, в WhatsApp. А у Ника. Да. Поэтому я думаю, мы обязательно с вами встретимся, будет, наверное, интересно. Я туда тоже заходил, вот где вы находитесь, я туда делал шаги, но чего-то не хватает. Я сам над этим думал, много работал, как это, что, но нету полного чего-то такого, понимаете? Поэтому нету неких ключей, да. Нету неких ключей. И просто времени нету, как бы туда погружаться. Я много времени этому посвящал, изучал, вот и Горяева смотрел, и есть такой мастер Вульф, именно человек с Тибета. Много смотрел казаки-характерники, то есть они тоже обладали вот этими сверхспособностями. Я, в принципе, вот этого осознавания, понимания, как оно работает, как бы цепочки эти понимаю, и даже я туда сам вникал, я в себе интуицию тренировал, и у меня получалось, то есть как бы проявления такое работали. Также в себя входил в себя, есть такое внутри нас. Ну ладно, это уже более такое сверх чего-то, поэтому пообщаемся, я думаю, с вами на эту тему. Мне очень это интересно, очень интересно, поэтому я думаю, мы встретимся. Вот, пойдем дальше по вопросам земным, скажем так. Сначала исправляешь убеждения, а потом общаешься с людьми. Так вот, это неправильная ваша трактовка. Общение с людьми – это и есть сразу исправление своего убеждения. То есть поведение формирует убеждение. У нас два мозга. Один тренируется словами, второй мозг тренируется поведением. Поэтому без поведения мы не сформируем убеждения. Слава, снова сообщение. Я сейчас открою. А вот, читаем. Работают эти штуки у человека. То есть операторы сознания, удерживая ловушки, проблемы, страха, умножает эти ситуации определенного человека энергии на ту или иную ситуацию. А я почему-то думаю, это все в нас. Это, как я называю, игры нашего разума. То есть эти проявления идут от нашего эмоционального состояния. Ну, в принципе, да, если глубже подумать, то, что вы говорите, так оно энергетическое поле. Оно сильнее, чем физическая сила. Верно я думаю или нет? Я просто видел силу энергетического поля. Меня просто выносило. Я когда уже
сдавался, оно что-то у меня вот здесь внутри, и меня как бы выкинуло наверх. Вот у меня такая, там буквально за секунды, наверное, вот такая сила откуда-то взялась. Я уже все сдавался, у меня сила такая взялась. На обучение, дам ссылку на него попозже. Слушать, конечно, не очень верить. Да. Мы с вами, я думаю, будет интересный разговор, потому что приобрел способность думать, то есть задавать на вопрос искать ответ, а потом на следующий ответ задавать вопрос, а почему так, получать ответ, потом снова задавать вопрос, почему так, и снова получать ответ, понимаете? То есть такой искатель как бы истины, вот покопаться, поискать, почему так, как оно происходит, что оно происходит. Но я думаю, вот я сильно хотел с вами встретиться и вот как бы с вами пообщаться, потому что я думаю, много чего вы как бы вещи какие-то для меня проясните. Я вот то, что вы рассказываете, я знаю, что оно существует, я знаю, что оно есть. У меня был такой момент, я ночью летал, но это не пропадал. Это не пропадал, а это летал. Я летал, был спортзал, школьный спортзал, это четко помню. И я как бы по кругу летал. А вот сначала страшновато было, ты как бы раз, как бы вроде опускаешься, а потом руками так раз, вот как птица, реально как птица. И потом так осмелел, я раз смотрю, помахал, приподнялся. И так классно вот по кругу летал. И это было ночью, и вот это было как реальность. Я этого не боялся. Такого раньше со мной не было. Поэтому я думаю, что есть, что мы можем из себя выходить. Энергией мы можем из себя выходить. Это я знаю. Мне еще люди рассказывали, что такое они делали, происходило. У меня была такая вещь, я видел себя второго. Голограмму. Но я ее как-то, скажем, 50 на 50. И мозг создал, и я сам ее создал. У меня как бы включалась тревожность, я ехал на прием очередной, у меня как бы включилось, а потом вот боковым зрением я, то есть ехал по городу на автомобиле, и боковым зрением, это где-то метров 6 от меня, вот как баннер. Рекламный баннер, но он не нарисованный, а он как будто вот сродни телевизор, когда включаешь, вот такими, как голограмма. И это длилось, наверное, доли секунды, может 2-3 секунды, но я четко видел себя по пояс, это был я второй, и у него была тревога, не у меня, а у него. И я вот как бы боковым зрением вел, а потом эта голограмма раз и пропала. Вот такие вещи, вот я рассказываю, которые вещи были со мной, еще вот я в себя входил. Я куда-то заходил. Я, кстати, у вас на канале где-то там год или 2 назад я написал вам, буквально, наверное, вчера, про не ощущение, как вам сказать, когда стираешь грани, ощущение некой, как объяснить, ну вот комната, есть грани, правильно, то есть есть стены, которые ты видишь, которые можешь ощущать, которые ты зрением как бы ощущаешь вот какие-то параметры. А там вот эти грани стираются, там ты попадаешь куда-то. Вот я уходил в какую-то вселенную, но вселенная внутри меня была. Вот такая вселенная, как существует снаружи, но точно такая внутри меня. Я переставал ощущать эти грани, но единственное, что знал, что я это я. Но я дошел
там как бы перевернутая пирамида была. Вот сейчас я попытаюсь объяснить. Вот пирамида, да, вот, только здесь она как бы пиком вверх стоит, а там я уходил вот такая она была, то есть сверху уровень как-то больше был, следующий он был уже как бы, уже уровень, потом еще уже. Но я вот до третьего дошел, и мне стало страшно, я оттуда вышел. Но потом я смотрел Татьяну Черниговскую, и вот она рассказывала про буддийских монахов, буддийские монахи, и вот она точно так повествовала вот этот рассказ, что они уходят по неким уровням в медитационных практиках. А как я туда попал, попытаюсь вспомнить, а когда в этом состоянии находился, тебя все время ломает, тебя все время плохо, тебя все время крутит, то есть ты в постоянном вот этом находишься, люди понимают, кто в этом находится, о чем я говорю. И я как бы, как вам сказать, я как бы от реальности ушел. Но у меня это получилось сделать один раз только. Я как бы ушел от реальности, ушел в себя. Вот, как будто реальность для тебя исчезла. Но я только помню, что я помнил, что я это я. Я начал погружаться. И чем глубже я погружался, она как-то вот, она стиралась, понимаете? Реальность, она стиралась. Именно реальность внешнего мира. Вот все, как это объяснить? Я не чувствовал себя, я не видел форм себя. То есть для меня вот это внешнее, оно начало исчезать, и я уходил куда-то вот. Такое ощущение, как будто ты в галактику куда-то вот уходишь, понимаете? Вот такая штука со мной была. Ты как будто уходишь в некий внутренний мир, но мир этот очень большой. Он очень большой. Вот ты, как вам объяснить? Это чувство, что он большой. Ты не видишь, что он большой, это просто чувство. Ты вот куда-то погружаешься, как в некую другую вселенную. Вот такие вещи. Поэтому я думаю, мы с вами встретимся, демоны среди нас. Вот интересно, надо почитать во всех психических расстройствах страха. Искать. Вот насчет этого. Вот вы сейчас пишете, а у меня мысли начинают приходить. Хорошо. А что, как тогда с ними делать? Ну, если мы предположим, что это так, как вы пишете. Можно WhatsApp включить, можно поговорить. Вот с вами это... Вот мне нужно войти, понимаете, именно настроиться с вами на этот разговор, потому что я вам сейчас скажу одну вещь, мне ответы приходят, я не знаю этого, но мне ответы приходят. Можно назвать это как интуитивно, потому что я просто анализировал себя, со мной были такие вещи, я на каком-то этапе вот в этом неврозе, да, в этом расстройстве, до меня как-то дошло, что мозг есть мозг, а я есть я. Мне никто не говорил, я этого знать не мог. Но, предположим, от своих знаний мозг сделал такой вывод. Тоже может быть, да, я согласен. Но и я не исключаю, что где-то ответ пришел оттуда. Со Вселенной, понимаете? И только я через, наверное, полгода, примерно так, увидел снова же в ролике Татьяны Черниговской, что она сказала, мозг есть мозг, а я есть я. И точно так мне еще некоторые вещи приходят. Я даже иногда скажу, а потом думаю, блин, а это так или не так? Оно как бы рождается вот именно интуитивно, но я как-то научился доверять своему мозгу, потому что я его потом перепроверял, не в смысле перепроверял, туда нырял и там перепроверял, как в расстройстве делают,
а именно информацию перепроверял и находил, что да, как он мне подсказал, что оно так и есть, понимаете? И поэтому я как-то вот теперь привык ему доверять. Вот он мне выдает какие-то фразы или какие-то ответы, и, и я как бы уже не проверяю, я как-то вот верю ему, что он мне выдал ответ правильный, понимаете? Вот такие вещи интересные. Я, выходя с этого состояния, получил способность думать и анализировать. Вот очень хорошо, то есть способность делать анализ. То есть мне это расстройство дало способность думать. А до этого я даже как-то не задумывался, думаю я или не думаю, а зачастую люди думают, что они думают, на самом деле они не думают. У них шаблоны, выстроенные схемы, именно созданные социумом и их родителями, и они по этим схемам живут. И человек никогда не задумывается, блин, так а что значит думать? Вот. Поэтому, Лариса Леонидовна, я думаю, мы с вами встретимся. Я думаю, мы с вами встретимся. И я думаю, я даже не думаю, я знаю, что в жизни просто так ничего не происходит. Просто так ничего не происходит. Это нам просто кажется, что это случайность. Но это не случайность. Это те цепочки, которые ведут к той цели, к которой ты идешь. Вот это так работает. Так. Ну вот, есть ссылка. Отлично скинули. Аслан Дзинцы. Надо посмотреть будет. Надо книгами. Книгами лучше заходит, чем гаджетами. Ну, конечно, я могу, если хочешь, вот так вот сделать, прикрыть, будет последняя смс, если что, напишет Лариса Леонидовна, будет видно тебя. Как бросить курить, советы. Вот это хорошие, как вам сказать, такие советы. Смотрите, любая привычка, что возникает мысль. То есть сначала возникает мысль, потом мы делаем действия, верно? А когда мы там что-то хорошее делаем, мы получаем серотонинчик, и мозг это отмечает, и он фиксирует. И в следующий раз тебе сообщает: вот давай еще с тобой покурим. А покурить, то есть там радость, там, ну, серотонинчик получишь. Потом уже, конечно, до автоматизма доходит. Смотрите, это делают разрывы между приемом как бы сигареты. Ну, так в психологии используют, чтобы устранить некую привычку, постепенно начинаешь время между действиями расширять. И так вот постепенно как бы и меняешь вот эту привычку. Все дело в мыслях, менять мысли. То есть приходит мысль, если ты переключился, то что ты забыл про то, что надо покурить. Вы даже можете через анализ увидеть, если вы где-то очень сильно увлеклись некими действиями, то можете какое-то большое время не курить, потому что вы отвлечены и к вам не приходят мысли про покурить. Но когда ты мало чем занят, не увлечен где-то, то мысли эти посещают регулярно. Потом уже на автомате куришь, как бы уже вроде бы ты не думаешь про это, а рука к сигарете тянется и назад. Я, кстати, сам все собираюсь, да никак собраться не могу. Из этого состояния вы продолжаете тренироваться. После выхода с этого состояния я не продолжаю тренироваться. Сейчас объясню почему. Потому что это нужно время. Это не так, что сегодня делаю, завтра не делаю. Это серьезная работа тренироваться. И я как-то посвятил этому где-то, скажем так, очень отдал именно процессу
самотренировок, самосознания, самопонимания, много читал, на себе пробовал. Главное, тяжело это, основное, это осознать, как это сделать. И вот я увлекался, но потом, конечно, у меня же семья, кормить детей надо, как бы. Я понимал, что мой запас там некий, денежный запас, он тает, и что я не могу это делать, потому что мне нужно как бы кормить семью и ну, существовать в этом мире, а здесь, к сожалению, все завязано на деньгах, понимаете? И поэтому я ушел, отстранился от этого. Даже сейчас, проводя эфиры, я как бы пытаюсь не потерять то, что я знал, понимаете? Вот хотя бы это, не потерять то, что я знаю, потому что если ты этим не пользуешься, то мозг со временем эту информацию он как бы стирает, либо туда куда-то в библиотеку забрасывает, где тяжело потом это все откопать. Даже вот если, наверное, вы посмотрите ролики годовой, то там, может быть, они будут и повеселее. Дело в том, что вы ходите поверху, я смотрю, вы смотрите вот последние эфиры, ну там возьмем 2-3 месяца последних ролики, эфиры, а там туда глубже, дальше, где мы начинали, Плейлисты там пускай зайдут. плейлисты, там Пусть по выходам. там очень много информации, очень много. Я тогда этим вообще был фанател, я все это на запчасти разбирал, как оно происходит, как что, вот эти цепочки взаимосвязи. То есть мне мозг такие вещи выдавал, я там рассказываю. Поэтому можете туда, уходить туда, глубже туда. У нас на канале 160, на данный момент, по-моему, уже 180, да. Вот около 180 видео, представляете, около 180 видео у нас сейчас на канале. Вот. Поэтому туда опускайтесь вниз, идите по каналу туда ниже. Потому что смотрю, основная часть, как по верховодке ходите по последним, как бы, по последним нашим съемкам, по последним эфирам. Вот. Да, большинство людей, как животные, живут на условиях рефлексах, а когда начинаешь аргументированно обрушивать их жизненные стереотипы, смотрят испуганными глазами и ничего сказать не могут. Вот Dead Wallet. Вот вы написали, еще смотрите, я вам сейчас какую штуку расскажу. У каждого человека как бы сформирован определенный стержень его убеждений. И человек по ним живет, вот по своим убеждениям, по своим определенным убеждениям. И зачастую, почему сейчас много людей будет происходит уходить в эти расстройства, то есть попадать вот в эти расстройства. И они будут нарастать в геометрической прогрессии. То есть сегодня 5, завтра уже 5 в 5, 25, 25 на 25, это получаем уже какие цифры там, если умножаем 1250, то есть это будет разгоняться стремительно. Сейчас объясню почему. Очень много сейчас стрессовых факторов, которые работают одновременно. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Смотрите, коронавирус, то есть страх, поглотила буквально весь мир, вот эта волна. Второе, то, что сейчас происходит на планете, то
то, где люди бьются палками, скажем так. Тоже сейчас это массово происходит. Третий момент. Информационные атаки. Человек садится, заходит в компьютер, условно, ну, в некую сеть. Один говорит одно, второй говорит второе. И информация абсолютно противоположная. Противоположная. Но вроде бы и этот убедительно говорит. Вроде бы можно верить. И вроде бы этот убедительно говорит. И у человека начинает искрить. Он не может найти правду. Все. Его начинает плюс-минус перегорать. И если ты к этому не подготовлен, то есть не стрессоустойчивый, если твой мозг не обучен, то это очень быстро человека сгоняет в невроз, то есть закручивает, сшибает, сбивает с ног. То есть получается в данный момент нас атакуют со всех сторон. Но я думаю, сейчас рождается не в плане физического рождения, а в плане вот этого, по-моему, ментального рождения, духовного. Новая раса людей. Назвать расой, раса белая, черная, ну давайте подберем это слово. Сейчас идет трансформация новой расы людей. Это люди будут с... То, что называется осознанность. Люди, которые, ну, простым языком попробую сказать, те люди, которые научатся думать. И там открываются еще совсем другие вещи, про которые простые люди даже не задумывались. И многие их называют там чертовщиной разной, там бредом, еще чего-нибудь. Особенно церковь, она то, что не может объяснить, это сразу чертовщина, бесенина там и так далее. Но это мое мнение, я так думаю. Почему я так думаю? Ну, потому что, наверное, умею думать. Поэтому я так думаю. Что вот оно происходит сейчас, перерождение. Перерождение. Многие уйдут. Но вот это перерождение даст новую расу людей. Именно не расу по цвету кожи, а именно новую расу в сознании своем. В сознании своем. Вот как-то так. Вот как-то так. Конечно, вера это самое главное. Вера делает. Вы не представляете силу веры. Сила веры. Как вам объяснить? Вера. Абсолютная вера, она запускает такие процессы наподобие саморегенерации, самовосстановления. Человек с абсолютной верой, если ты абсолютно веришь в то, что ты делаешь, ты можешь повлиять на что угодно. Сейчас вам приведу пример. Собирали людей со сверхспособностями. Вот это, кстати, Петр Горяев рассказывал. И женщина взяла ложку, ложка была металлическая. То есть она взяла вот так в руки ложку, держала ложку. И силой мысли она представила, что ложка у нее пластилиновая. Пластилиновая. Потом взяли эту ложку, замотали, закрутили, узел завязали. И потом снова эта ложка стала металлической. Вот как работает сила абсолютной веры. Сила абсолютной веры. Но здесь уже здесь уже подходит вот это, что
называют квантовая физика, квантовая генетика. Это вещи, происходящие, которые современно идут вразрез выводам и убеждениям современной науки. Современной науки. В современной науке таких вещей не происходит. И поэтому, это вещи, они не поддаются зачастую объяснениям вообще. Оно происходит, потому что оно так происходит. Либо на этом уровне еще наша человеческая раса не может дать этому объяснение. Но это происходит. Как бы считай как хочешь, но это происходит. Вот. Ты можешь верить, можешь не верить, но это происходит. Вот. Так. Так, еще есть какие-нибудь вопросики? Вопросики. Вот. Ну все, на сегодня, на вопросы закончились. Ну, можешь посидеть, подождать, не спеши еще. Возможно, кто-нибудь что-нибудь... Да, еще какие-нибудь темы наталкиваете. То, что знаю, буду рассказывать. Либо знаю, либо предполагаю. Знать все невозможно, поэтому будем... То, что знаю, это то, что я делал с собой. А то, что я делал, это называется опыт. Значит, это я знаю, значит, это возможно. А все остальное, чего я не делал, это моя, как говорится, гипотеза, мое предположение. Но мой мозг, я не замечал, чтобы он меня обманывал. То есть я его проверял потом, и ответы были верные. Поэтому буду надеяться на него, что он мне выдает правильное понимание и правильные ответы, что буду думать, что это так и есть, как я думаю. Но все равно это не факт. Факт то, что мы можем проверить. Но в квантовой физике, квантовой генетике там многие вещи невозможно просто проверить. Вот они просто происходят, вот и все. И проверить их нельзя никаким способом. Зачастую. Так, еще есть какие-то вопросики? Еще есть какие-то вот так, сначала исправляешь убеждения, потом общаешься с людьми, и страх общения лечится на тему боли. Боли в следующем эфире. Всем добра. На тему боли. Боли чего? Психосоматических проявлений, Ирина? Телесных проявлений болевых, боли. Есть боли как бы душевно, то, что называют. Человек за что-то переживает, и он испытывает эмоцию подавленности. Но он тоже это обозначает, как бы у меня болит. Душа, говорят, у меня болит. Вот да, вы не ответили. Я вам 2 ответа дал. А вы на какой, как вам сказать, да, это на первое или на второе? Телесная боль? Я, кстати, еще не выложил ролик, снял и все как-то не вылаживаем, то шортс запустится, то это. Я именно выложил ролик по работе с телесными вот этими болями. Я там пытаюсь объяснить. Проколы вы имеете в виду вот эти импульсы, которые как бы стреляют, вот в голову могут стрелять, может сюда как бы пробивать, вот как будто тебе всадили заточенный какой-то кусок арматуры, пробили.
То есть вот вы имеете в виду вот эти проколы, как бы нервные импульсы, которые они, когда вот как простреливает, оно чувство реально вот как будто тебя прокалывает, либо импульс в голову, вот как будто разряд какой-то, стрела, либо тебе иголкой туда так. Я думаю про эти проколы. Супер, Светлана, душа болит, боль в разных местах тела. Да, и боли там разные. Вот я буквально, наверное, может и завтра выброшу ролик, он короткий, я там объясняю, как работать с телесными болями, с телесными болями, как работал я через визуализацию, через воображение, да, в разных местах тела. Так, добрый вечер. Прежде всего за ваши ролики. Рекомендаций у них много для себя приобрел, полезного, применимого на практике. Была сильное летом расстройство тревожное. Так сказать, был вкручен. Не слабо. Хорошо. Это хорошо, что вам помогают ролики. Еще раз хочу повториться вам всем. Смотрите не один раз, и не два раза, и не три раза. Смотрите одни и те же ролики. Раз, второй, третий, четвертый, пятый. Просто первое, когда ты входишь, ты же как первоклассник пришел в школу, ты ничего не понимаешь, ты смотришь, но ничего там, вроде дядька что-то говорит, а что он там как бы говорит. Но постепенно, когда ты начинаешь вот в это все постепенно входить, вникать, и до твоего сознания начинает по чуть-чуть доходить. Второй момент, у тебя начинают исправляться когнитивные искажения. То есть то, что мозг от тебя тогда скрывал, ты не мог понять через эту призму, то со временем ты начинаешь эти ролики как-то видеть по-другому и начинаешь осознавать. Оно вот реально происходит, тебе кажется, вот, ну я его 10 раз смотрел, ну или 20 раз смотрел, а вот на 21 для тебя раз, и ты щелк в башке, ты осознал, вот оно как. И кажется, вот ты 20 раз смотрел, но до этого не видел. Вот оно вот так вот оно происходит. Вот там происходит какая-то одновременная поправка вот этих искажений. И второй момент от того, что ты как бы входишь в эту тему, все время копаясь, думая, там пытаясь по-своему как-то анализировать, то есть что-то пытаясь делать, вот разбираться в этой психологии, то там тоже начинают происходить какие-то процессы, которые как бы тебя приводят к осознанию, к пониманию, понимаете? Вот оно как-то так там работает, вот в нашей этой башке. Вот. Поэтому смотрите, раз, два, три, пять, 10. А даже, как я говорю, один и тот же ролик и будет доходить. А как искать? Ищите от того, что у вас происходит. Вот вы ходите, у вас что-то происходит, вы по каналу идете, бац, вот увидели ролик, в который рассказывается то, что вы видите в этом ролике, то, что происходит у вас. И в этом ролике я даю объяснение, что и как я делал, и как, что, куда и почему. Вот, как бы так. Про поддержку скажи. Да, не забывайте, ребята, девчата, поддерживать канал, как бы по возможности, кто сколько себе может позволить, как я привык говорить, пачка мороженого, 3 пачки мороженого. Вот, каждому, как говорится, по силам, каждому по финансам. Да, можно по ссылке, можно донатию, можно на карту Сбербанка. Вот, еще что-то я хотел сказать. И, ребята, не забывайте вот ставить эти лайки, то, что это называют, и писать комментарии именно на канале.
потому что вот эти лайки и комментарии, так YouTube двигает канал от ваших комментариев и лайков. Если вы не будете нам этим помогать, то наш канал так и будет болтаться внизу. И сотни тысяч людей его не увидят. Только от вашего либо незнания, либо от вашей лени написать какой-то комментарий и поставить вот этот пальчик вверх, щелкнуть. Понимаете? Так работают алгоритмы Ютуба. Так работают алгоритмы Ютуба. Вот. И наше болтание внизу, как бы, не можем мы продвинуться, а это, соответственно, тоже оно как бы морально действует, как и на всех обычных людей, правильно? Если мы что-то бьемся, а у нас не получается там месяц, год, полгода, то у человека руки опускаются. Вот. Поэтому думайте и тоже помогайте нам с той стороны. Помогайте нам с той стороны. Потому что, как говорится, один в поле не воин. Один в поле только может больше продержаться, но все равно не справится. Вот в чем дело. Справиться только можно группой. Одному тяжело, зачастую вообще невозможно. Вот. Поэтому думайте тоже над этими словами, которые я вам сказал. Вот. Ну что, на сегодня, наверное, будем тогда заканчивать. Надеюсь, эфир был неплохой, вы сами оцените. И второй момент. Смотрите, учитесь, тренируйтесь, потому что информация, которую я давал, когда вышел, это свежая информация, буквально я вот только вышел, еще даже, если вы посмотрите первые ролики, я еще рассказываю, у меня даже тревожность возникает. То есть я шел по свежему, и в моей памяти все хорошо сохранилось, где что, как происходило, и где и что, и как я делал. Если бы эту информацию сказали мне, мне бы кто-то сказал, дай мне ее сейчас, вот все тонкости, то я бы уже не дал, потому что мой мозг ее стер там. Все тонкости, как бы, как правило, мозг стирает, ты их забываешь, остаются только яркие моменты. Вот, поэтому там, вот там, вниз, как я говорю, идите вниз, там ценнейшая информация, как выбраться вот с этого расстройства. Еще раз я скажу, что я вкручен был очень сильно вкручен. Это не легкая была прогулка, расстройство, это не что-то такое у меня легкое было. Это была сложная моя закрутка, и уже там годами я в этом находился. В целом, как я говорю, 10 лет у меня получилось. 1 год понадобился, чтобы мне выйти с этого состояния. Поэтому со мной там черти что было, всякие штуки, всякое там. Ну, я там подробно как бы стараюсь, рассказываю в тех роликах, которые все находятся у нас на канале. И что, и где, и как я делал. Поэтому берите, пользуйтесь, потому что я знаю, что маленькие города, особенно районы, нету хороших психологов и нету вообще, человеку невозможно найти какую-то помощь, именно чтобы ему кто-то помог. Потому что, во-первых, специалистов очень мало специалистов, и в таких небольших и малых городках и районах, не говорю уже про деревни, там их вообще нету. От слова совсем нету. Вот. Поэтому, а интернет он везде. Где бы ты ни был, хоть ты в деревне, хоть ты в районном городке, ты открыл, у тебя есть, тебе рассказывают, и ты тренируешься, как бы. Вот ваше спасение. Мы канал не закрываем канал. Мы все-таки надеемся, что люди с совестью, люди понимают с той стороны, что здесь тоже люди сидят, и что это тоже работа, и ты тратишь свои финансы, и тратишь свое время. Вот.
Поэтому думайте. Ну все, добренько тогда. До свидания, до новых встреч.